Человек по своей природе изобильный, потому что он соединен со Вселенной энергетически. А Вселенная– это и есть энергия изобилия. Посмотрите на ребенка, как он себя чувствует, как он принимает все вокруг себя, как он открыт всему, как он радостен, любопытен, у него интерес ко всему. Ребенок живет в состоянии души. Он чистый, радостный и любопытный. Это чистая душа. Но потом он начинает записывать программы родителей, программы рода включаются, социальные программы и так далее. И в результате сердечко может захлопнуться и душа замолчать надолго. Поэтому, зная эти 5 законов, мы можем создать изобилие в своей жизни, вспомнив о нашей природе. Первый закон. Центрируйте свою энергию. Это целое искусство – помещать себя на первое место. Чтобы соответствовать естественному потоку энергии во Вселенной, надо себя центрировать, ставить себя на первое место. Тем самым мы берем ответственность за свои действия, ответственность за свою жизнь, а не перекладываем ее на кого-то другого. Не надо путать это с эгоизмом, потому что когда человек поступает эгоистично, он отрезает себя от всех остальных. Он действует только в интересах себя. Когда же мы ставим себя на первое место, центрируем свою энергию, мы это делаем для того, чтобы делиться ею с другими, для создания изобилия. Потому что невозможно напоить другого, если ваша собственная чаша пуста. Это же так касается в сфере финансов. Когда вы получаете доход, в первую очередь надо платить себе, отложить какую-то сумму денег для своих каких-то целей, например, обучения или какой-то покупки для себя. Это создает движение энергии изобилия. Второй закон – создание вакуума. Когда мы создаем вакуум, он притягивает изобилие. Вакуум наполняется энергией, вселенской энергией. Каков вакуум, таково и творение. Существует 2 типа вакуума. Эфирный вакуум, который способствует 10-кратному возврату. Когда мы дарим что-то в эфирном времени и пространстве, этот вакуум увеличивается и возвращается к нам. Это процесс 10-кратного увеличения, когда мы приносим дар от души, от сердца, без ожидания какого-то возврата для нас, выгоды. Мы делаем это с любовью, бескорыстно. И тогда этот дар возвращается в 10-кратном размере. Мы делаем этот дар свободно и без условий. Тем самым ощущаем эфирное пространство. Второй тип вакуума – физический. Возврат 1 к 1. Когда мы желаем в какой-то физический объект. В результате физический вакуум приведет в действие возврат 1 к 1. Для этого существуют разные техники манифестации. Когда мы хотим, например, новую машину, одежду, дом или еще что-то. Эти действия в физическом мире будут создавать физический вакуум, который будет притягивать возврат 1 к 1. Когда мы освобождаем пространство для новых вещей, это срабатывает в пользу создания изобилия.
И в этом случае возврат находится в отношении 1 к 1. Третий закон – чтите вселенскую энергию. Энергия вселенская пронизывает все пространство вокруг нас. Эта энергия заполняет вакуум. Это энергия творческого потенциала. Это та созидающая энергия, которую мы называем Творцом, Создателем, Богом. У этой энергии лишь одна цель. Вселенская энергия объединяет то, что было разобщено для создания иллюзии полярности в 3D-мире, в котором мы живем. В 5-м измерении нет такой иллюзии разъединения. Там происходит объединение всего. Мы являемся одним со всей Вселенной. Мы часть Вселенной. Четвертый закон. Поддерживайте настрой на изобилие. Настраивайте на изобилие и поддерживайте этот настрой во всем, что вы делаете, каждый день, каждую минуту, здесь и сейчас. Окружать себя людьми, которые являются для вас хорошим примером жизни, полное изобилие, людьми, на которых вы хотите быть похожими, которые вас вдохновляют и приносят вам радость. Относитесь к себе с уважением. Живите в состоянии изобилия уже здесь и сейчас. Представьте себя, что вы уже в точке Б. То есть тот человек, к которому вы так стремитесь, которым вы хотите стать. И живите в этом состоянии. Изобилие – это состояние, которое можно достичь и чувствовать, проживать в настоящее время, прямо сейчас. И сохраняйте этот настрой всегда, в течение всего дня. И когда вы поверите в это, то это станет настоящим. Как говорится, притворись, пока это не станет действительностью. Когда мы живем из состояния недостатка, то тогда трудно осуществить какие-то мечты. Только в состоянии изобилия наша мечта становится реальностью. Мы сами создаем эту реальность. Когда в мире присутствует изобилие, это изобилие становится доступным каждому. Но не все могут принимать изобилие, потому что потоки принятия у всех разные. И об этом гласит 5-й закон. Искусство изящного принятия. Когда изобилие наконец придет к вам, оно распространится ровно настолько, насколько вы позволите протекать ему в вашей жизни. И в этом суть изящного принятия. Многие знают, как создать поток, как посылать энергию. Однако не все могут принимать обратно эту энергию изобилия. Поэтому очень важно овладеть искусством изящного принятия. Например, начните с самого простого. Научитесь достойно принимать комплименты и небольшие подарки. Вспомните, как вы реагируете на комплименты или когда вы получаете подарки. Что вы чувствуете? Если вы даете что-то от души, а ваш дар принимается без должного изящества, то тем самым он преуменьшается
Как говорят, истинный дар принадлежит дарителю. Не отбирайте у него этого дара, приняв его без должного изящества. Принимайте дары изящно. Каждый раз, когда что-то приходит в вашу жизнь, принимайте этот дар изящно. Найдите способы возвратить этот дар дарителю, чтобы завершить круговорот энергии. Искусство изящного принятия очень важно, и без него поток энергии не сможет попасть в вашу жизнь и даже расшириться. Закон энергии гласит, что люди не могут оценить вас выше, чем вы сами оцениваете себя. Таким образом, вы сами определяете собственную ценность. Искусство изящного принятия поможет вам повысить свою энергию принятия и собственную ценность, а также улучшить качество вашей жизни во всех сферах. И тогда это станет привычкой жить в изобилии. Потому что изобилие – это не только финансы, деньги, это не только материальные вещи. Изобилие – это здоровье. Изобилие – это любовь и благодарность. Изобилие – это хорошие отношения. Изобилие – это чувство ценности и признания. Таким образом, оказавшись в этом состоянии изобилия, вы создаете рай на земле. И в этом смысл нашей жизни. Душа приходит в это воплощение для того, чтобы создать рай на земле. И вы окружите себя единомышленниками, людьми, которые будут вас понимать, которые будут вам дарить свою признательность и благодарность. И вы почувствуете, что вы живете в состоянии изобилия. Вы сами создаете все вокруг себя. Поэтому ваша жизнь будет жизнью, о которой вы сами мечтали. Таким образом, начинайте применять эти законы изобилия сразу. И делайте их привычкой каждый день, в каждый момент своей жизни.